Здорово, ребята! Расскажу несколько историй, которые со мной случились буквально за короткое время, за короткий промежуток. И очень поучительные. Я прилетел на Реюнион, и там бац, прихожу снимать машину, я ее заранее зарезервировал, а там без такой-то карточки мне не разрешают ее взять. Вот сколько я снимал машин во всех странах, вот в 100 странах хорошо, вот там вот нельзя. Пришлось заказать у соседей, машина была лучше, дешевле и с полной страховкой. Ладно, поехал на свой тур. А тур, оказывается, оказался с обломом. Я его зарезервировал за 2 недели. Тур всего на 1 день. Полететь над вулканом. И оказались там мудаки и написали мне: извините, тур отложен. То есть я для этого прилетел на Реюнион, встретиться с клиентами и пролететь. А они тур отложили, засранцы. Ну ничего, пришлось, оказалось, есть тур дешевле, можно индивидуально пролететь на самолете над горящим, ну, конечно, над извергающимся вулканом. И это стоит, не знаю, дешевле такси до Вильнюса. И опять же, получилось, что напоролся на идиотов, выбрал другой путь, и все было классно. В этот же день хотел пойти переночевать, и Booking меня заблочил. И знаете, когда вы много путешествуете, вы высочайшего уровня там гениус в Booking, у вас тоже могут быть проблемы. И просто Booking взял такую опцию: заблочить, ничего не сказать. То есть вы заказываете, с вас деньги снимают, а отель не букится. Но после того, как с меня раз 5 снялись деньги, а отеля нет, все-таки пришлось, я остался без отеля. И ошибся еще адресом отеля, думал, приехал, ему морду набью. Но отель еще был по плохому адресу, я просто попал в какой-то дом. Говорю: люди, пустите переночевать. Оказались очень дружелюбные люди, пустили меня переночевать, потому что мне спать-то негде было. А утром начал разбираться с Booking. Но Booking же, знаете, за 24 часа отвечает. И что получилось? Получилось, что где-то поспал бесплатно, люди денег не взяли, классных идей получил от них. И понял, насколько французы могут быть дружелюбные. Вот. И, например, если у вас есть жена, и вы поссорились... Ой, извините, не туда пошел. Если на работе тоже у вас, знаете, бывают такие сотрудника взяли, он какой-то весь такой не кривой, косой, а может быть немножко в сторону посмотрели, и бац, есть супер классные сотрудники, которые могут работать дешевле, лучше, им больше радости, вам больше радости. И они больше довольны. И у них еще потенциал для роста. Потому что они как бы пришли работать за более маленькую стоимость. Естественно, что вы можете поднимать ее намного больше, и они будут более довольны. Вот. И я просто хотел сказать, что, ребят, смотрите за альтернативами. И когда у вас появляются какие-то проблемы, знаете, они прям символизируют о том, что стоит подумать, что рядом. А еще, знаете, сейчас вот буквально недавно на Мадагаскар летел, с каким-то реальным мудаком каким-то переписывался, на вопросы не отвечает, просто написал в другое агентство. И получилось, что написал в другое агентство, они мне сразу же ответили. И я им писал, они через минуту мне на все вопросы отвечали. И вот видите, в самом красивом месте, или в одном из самых красивых мест на Земле. Это, оказывается, дно моря, а потом был дождь и эрозия, и все размыло. То есть здесь когда-то гуляли динозавры, но больше таких мест в мире нет. Вот так вот, поэтому всегда смотрите. Если вас кто-то раздражает, возможно, пора искать альтернативу. Подумайте. Конечно, не применяйте это ко всему, потому что иногда, если что-то раздражает, надо просто поменять себя. Но иногда можно просто так посмотреть рядом, что там. А там может быть вообще так классно. Может быть, это просто символ к тому, что вам нужно что-то поменять. Ребята, не стесняйтесь что-то менять. Удачи!